Индивидуальная медитация, могу рассказать о своей медитации, если вы хотите. Если вы первый раз кто-то здесь, хотите узнать об этом, я расскажу. У нас есть четки здесь, чтобы показать. То есть то, что я делаю, видите, я же родился в семье такой, которая себя не причисляла никаким конфессиям. Это были советские времена. Даже бабушки мои о Боге никогда толком не говорили. Я рос вот в атеистической школе, я был комсомольцем. И мне даже говорили, что тебе потом в партию нужно будет вступить. Ну как, все должны же там быть. А как? А означает атеизм строгий, марксистско-ленинская философия, диалектика материализма. Вот. И поэтому я искал просто истину философски по своей природе. Нашел все ответы в ведах, и все, я практикую спокойно. Это меня сейчас не смущает. Никакие традиции. Потому что я был воспитан вне всяких религиозных традиций. Я был свободным, так сказать, атеистом. Потом стал свободным художником, и вообще легко. И что хотел, то и делал в этом плане. Абсолютно был свободным. Я мог и Библию читать, и Коран читать, мне было все интересно. Но когда я встретил Веды, я, конечно, все ответы нашел, поэтому остановился там. И это помогло разобраться во всем остальном, собственно говоря. И эта практика, она настолько сильная, что если у вас есть проблемы сейчас какие-то серьезные, я вам рекомендую. Это вас вытащит за несколько дней. Может быть, если даже не за один день. Мне это помогло в тот же день, как я начал практиковать. Джапа медитация – это индивидуальный процесс. Это нужно делать рано утром, до работы еще. Конечно, можно в другое время, но самое благоприятное – рано утром. Вы встаете примерно в 3:30 утра для этого. Вы уже готовы, я смотрю, вы даже улыбаетесь, вы рады. Если кто-то еще не готов, ну, в 4:30 можно подняться. Вы также готовы к этому, и вы также улыбаетесь, я вижу, да? Также хорошо это принимаете. Хорошо, хорошо. Не позже 6. В 6 уже поздно. Хотя бы в 5, пол-6, если вы уж так не можете. Но лучше в 4 утра, с 4 до 5. Самое лучшее время для подъема. Поднимайтесь, сразу нужно идти в душ, конечно же. Четки сразу брать нельзя, потому что тело нечистое после сна. Если вы спите более 40 минут, тело все нечистое. Это связано с обменом веществ. До 40 минут обмен веществ не меняется, а после 40 обмен веществ работает на выброс шлаков. Значит, к утру тело нужно под душ полностью. Ну, там, бриться, чистить зубы, кому что, ну, в конце концов, душ. Вот. Женщинам не нужно голову мочить каждое утро. У жены спросите, как это делать. Она знает. Потому что, значит, сложно, проблема будет. А мужчины с головой. И прохладный душ, не ледяной только. Испортите себе здоровье. Прохладный. Не горячий утром и не ледяной, прохладный душ. Легкий. Затем чистая одежда одеваете, все нательное белье меняете каждое утро. Не носите его целую неделю, хорошо? Кстати, 7 дней, я интересовался, почему именно 7 дней люди ходят в баню и меняют белье. Выяснил. Инкубационный период развития бельевой вши 7 дней как раз. То есть пока вши не заведутся, мы чистые, нормально все. То есть вот как-то было принято. А вообще люди каждый день должны были купаться либо в реке, либо в озере раньше в древности. Омывались после сна всегда. Если не можете, нет условий, то частичное омовение можете принять. То есть лицо, стопы, руки, рот нужно. И уже можно медитировать. Итак, чистые одежды, и потом вы садитесь. Тихо представьте. 5 утра. Ну, никакой дурак в это время не бодрствует, правда же? Кроме вас. Я так иногда себя чувствовал. Все спят. Когда еще не привык к этому, то есть рано утром я чувствовал сон. Самый как бы сладкий сон. Подниматься – это смерти подобно, это бесчеловечно. Но тут нужно подниматься для медитации. И сначала вы вдохновляетесь, потому что это что-то новое у вас. И в тот же день, если вы рано это утром сделаете, возьмете в руки четки. И особенно, если махамантру будете повторять, 108 бусин здесь, это 109-я, она разделительная. Вот видите ее с хохолком. Большой и средний палец, первую бусину вращаете, чтобы сосредоточиться. Это поможет вам. И вслух, не громко, чтобы не разбудить весь дом и соседей, для себя, чтобы вы слышали, отчетливо повторяете мантру целиком на этой бусине. Харе Кришна, 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 Харе, Рама, Рама, Харе, Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, 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 Харе, Рама, Рама, Харе. Я медленно показываю, чтобы слышали. Нужно это сделать плотнее и бодрее, уплотнить, насколько возможно.
Харе Кришна, 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 Харе Рама, 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 Харе Кришна, 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 Харе Рама, Рама. И вы должны вибрацию эту слушать внимательно, никуда не отвлекаться. Он будет убегать обратно. И когда вы пройдете 108 раз, у вас закончится круг. Это называется круг. Один круг. Если вы каждое утро будете повторять один круг мантры, это займет максимум 10 минут, если по неопытности. По опытности 5-7 минут. Один круг достаточно, чтобы вы уже отличали ложь и правду в людях. Эта способность воспроявится буквально через несколько дней. Вас уже будет трудно обмануть. Но если вы будете повторять 4 круга мантры, то есть это так, заканчивается здесь, разворачивайте в обратную сторону, не перескакивая. Будете повторять в обратную сторону теперь. Если вы повторите 4 круга мантры, значит примерно полчаса, 40 минут, то все ваши материальные дела резко пойдут в гору. Потому что ваша способность концентрироваться, принимать решения и мыслить, очиститься и ускориться. Эффективнее будете действовать. То есть 4 круга, материальные дела пойдут в гору. Все деловые ваши отношения улучшатся. Значит, способность, что вы уже легко отличаете обман от истины, легко. Ваши деловые качества, концентрация, способности, разум проявляется больше. Но если вы 8 кругов начнете повторять каждое утро, ну тогда держитесь. Если вы смелый человек, хорошо. У вас появится опыт непосредственного восприятия духовной атмосферы в сердце. Ну, приоткроется как бы это измерение. Не полностью, но этого достаточно будет, чтобы вы потеряли многие материальные вкусы. Просто потеряли все. Если вы будете повторять 8 кругов мантры, вы уже не сможете есть мясо, не курить, не даже пить вино. Вы не сможете этого делать. Вы станете меньше спать. Не потребуется. Потому что вы будете в состоянии отдыха находиться практически весь день. Ваш, имеется в виду, разум и ум не будут так угнетены. 8 кругов мантры. Это исследовал Институт биологических полей еще в 1982 году. Эту мантру. И была листовка, называлась «Мантра». 1982 год, Москва. Возглавлял ее тогда академик Спиркин, известный. Мистик, экстрасенс, они изучали вот эту мантру в лаборатории с биополями, со всеми этими вот энцефалограммами. Они выяснили интересную вещь, что когда человек... Они взяли двух человек подопытных. Одному дали повторять абракадабру, буквально это слово, абракадабра, 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 абракадабра. Уже через 2 часа он бросил все и сказал: не могу, я с ума сойду, все. Кошмар какой-то вообще. Торможение, они зафиксировали торможение всех центров мозга, и просто кошмар, невозможно. Сумасшествие какое-то. Попробуйте сами. А другой повторил Харе Кришна мантру, торможение не происходило. То есть эти звуки не пресыщались, не надоедали, этого не происходило никак. И затем состояние покоя. Биополе выровнялось у него буквально за несколько часов. Обычное биополе, но не такое уж ровное у человека, оно имеет какие-то свои погрешности у каждого. Оно стало уплотняться и выравниваться. То есть его сила она стала цельной такой, единой. А полушария мозга уравновесились. Как правило, у нас у всех одно полушарие превалирует над другим. Либо эмоциональное какое-то образное восприятие мира, либо рациональное. Математик вот такой, значит, художник вот такой. Это природа такая. В процессе повторения мантры через несколько дней отстающее полушарие потянулось до превалирующего и стали работать синхронно. Это практически не наблюдается в опыте людей. Затем состояние покоя. В глубоком сне, в самом глубоком сне, потребность в дыхании уменьшается примерно на 8-12%. Эта характеристика говорит о том, что человек находится в глубоком состоянии покоя, сна. Уменьшается потребность дыхания на 8-12%. Когда человек повторял Харе Кришна мантру в бодрствующем состоянии, потребность его в дыхании уменьшилась на 20%. То есть он не спал, бодрствовал, но состояние покоя было глубже, чем самый глубокий сон. Вот примерно несколько примеров помню из тех исследований. Но если вы начнете повторять 16 кругов каждый день, что займет 2 часа примерно, или 2,5 у кого-то часа, или 1,5 часа, кто как повторяет,
Я это делаю именно 16 кругов уже, почти 30 лет. Ну, тогда держитесь. Если вы на такое решитесь, только не сразу, я вас попрошу, не сразу 16 кругов начинайте, если начнете мантру повторять. Это вы сядете в самолет А420. Только ремни застегните и все, смотрите в иллюминатор, земли нет. Не выходите хорошо из самолета. Подождите, пока он сядет, придется ждать. Вот. Не рекомендую, почему сразу начинать с 16, вам может показаться, что вы стали Иисусом Христом, например. Вдруг вы увидите, как работают законы кармы, как работают законы реинкарнации. На все вопросы ответы у вас появляются, и у вас начнутся проблемы с мнением о себе. Вот. Поэтому вот такие мессии могут плохо кончить потом. В этом плане это нехорошо. Поэтому под руководством это нужно и постепенно. Главный смысл в том, что когда вы повторяете мантру, увеличивая круги, при этом вы должны выполнять все свои остальные обязанности еще лучше. Иначе вы принесете беспокойство в свою жизнь и в общество. От обязанностей не отказывайтесь. Это написано в Бхагавад-гите. Ни при каких обстоятельствах. Ваша семья, ваша работа, все должно остаться на месте. Учеба и все остальное. Пусть там есть недостатки, пусть там есть еще что-то, но вы должны это делать. Вот тогда вы будете правильно развиваться. Не так, что ты повторяешь 16 кругов, мне больше ничего не нужно. Все. Плевать на все общество. Я теперь уже одухотворенный человек. Я гуру для всех. Это ложная гордость. Нет, так не пойдет. Поэтому это нужно сочетать всегда с обязанностями и постепенно продвигаться. Это называется мантра-медитация. Пожалуйста, вопросы.